Приветствую вас, зрители моего канала. Чешская марка Tatra прежде всего ассоциируется с грузовыми автомобилями, но мало кто знает, что эта компания выпускала также и легковые автомобили. Одной из этих автомобилей и является Tatra T87, о которой пойдет речь в этом ролике. Этот автомобиль был создан гениальным австрийским конструктором Гансом Ледвинки, а помогал ему в этом Эрих Юбелакер. Создали они этот необыкновенный, но развивающий неплохую по тем временам скорость 160 км в час в 1937 году. Что же представлял из себя этот автомобиль? Tatra T87 пришла на смену предыдущей модели T77 и была сделана, как и предыдущая модель, на стальной трубчатой средней раме прямоугольного сечения разветвления в задней части. И имела уже цельнометаллический кузов, что существенно снизило массу автомобиля. С этой же целью уменьшили габариты автомобиля и базу колес. Сердцем автомобиля служил 3-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель Tatra 87 мощностью 75 лошадиных сил с особенной для этого автомобиля системой воздушного охлаждения. Так как у Tatra T87 по татровской традиции был установлен двигатель сзади, то специально для лучшего поступления воздуха к двум мощным многолопастным центробежным вентиляторам с ременным приводом были установлены по бокам автомобиля два небольших воздухозаборника. Благодаря им поступающий воздух отлично охлаждал двигатель. Коробка передач четырехступенчатая механическая была установлена позади задних колес, колесная формула которых составляла 4×2. Подвеска всех колес независимая и имела качающиеся ведущие полуоси с небольшим смещением. Две поперечные рессоры передней подвески крепились к передней части трубы рамы, а задняя подвеска по одной продольной рессоре кантилеверного типа, и обе стояли под углом к центральной оси, что очень хорошо сказывалось на управляемости автомобиля. Но это не до конца решило проблему, свойственной заднеприводным автомобилям – это рыскание. И чтобы хоть как-то частично решить ее, сзади на кузов установили плавник, расположенный по центру, для повышения устойчивости по прямой. Еще одной интересной особенностью этого автомобиля была централизованная система смазки шасси. Нажатием на специальную педаль через каждые 200 км масло поступало по всем точкам смазки, включая рулевое управление, которое было реечным. Tatra T87 считался роскошным седаном, и все внутри этому соответствовало. Панель приборов была сделана в стиле арт-деко. Лобовое стекло состояло из отдельных 3 частей, разделенных узкими стойками. По бокам стояли также небольшие окна в перегородках между пассажирами. Салон автомобиля мог вмещать 6 человек. Они садились в салон автомобиля через двери, которые были навешаны на среднюю стойку автомобиля. Передние двери открывались против входа, задние по ходу. Ручки дверей сделали утопленными. В центральной стойке установили семафорного типа указатели поворота. В поздних сериях поменяли на электрические. Сзади между двигателем и пассажирами было просторное багажное отделение. Под передним капотом размещался бензобак и 2 запасных колеса, а также масляный радиатор. Фишкой этого автомобиля считалась его трехфарная система переднего освещения. Центральная фара, которая играла роль прожектора и включалась отдельной кнопкой и дополнительно могла быть оборудована гидросистемой поворота для отслеживания поворота руля. Tatra T87 вышла удачно и выпускалась с 1937 по 1950 годы. В годы войны она была очень популярна у немецких офицеров из-за ее скорости. Машина с легкостью могла обогнать другие марки автомобилей. Но и после войны она не утратила популярности. Уже в качестве трофеев она оказалась в Советском Союзе, где исколесила почти всю страну. Одним из владельцев этой резвой машины был Сидор Артемьевич Ковпак. Еще эта машина прославилась нелегким пробегом по Африке, Южной и Центральной Америке, хоть и не была внедорожником, а люксовым авто. Ее преимущество перед другими автомобилями доказывали чешские писатели Мирослав Зигмунд и Иржи Халзенко. Да и количество выпущенных автомобилей в 3000 штук говорит о популярности этой модели. Даже сейчас эту машину можно встретить в коллекции раритетных автомобилей. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!